Я знаю! Ложка. Тейфет, Туда. он преследует какие-то свои цели, но я добьюсь твоего главенства, Монту! Я добьюсь этого! Ложка, аккуратно. Что за... Это, я так понимаю, ваш больной, да? Емать! Ох, тяжело. Абди или Сдерик? Вот вам кто больше нравится, ребят? Мне, честно, тяжело понять, потому что оба хороши. А сюжет как будто намекает мне, что выбрать надо только одного. Вот так вот. А иначе, если погонишься за двумя зайцами, никого не догонишь. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, где мы отыгрываем лучшего друга. Нет, стоп, фигня какая-то. Мы не отыгрываем лучшего друга, мы являемся лучшим другом. Абди и Сдерик правда крутые, у нас офигенные отношения. Один наивный добряк, а другой душа компании. Я говорю это к тому, что мне хочется верить, что сюжет не будет подталкивать меня к выбору только одного из них. Хотя в предыдущей серии у меня нечто подобное уже появилась. Через 2 часа Сдерик идет в храм Монту молиться. И точно так же через 2 часа Абди идет в храм к Нефмтити молиться. Тот и тот меня позвали, а я ничего умнее не придумал, как дать согласие обоим. Какой же я тупой. Как я буду в 2 местах одновременно? То есть, скорее всего, с кем-то придется отказаться, и, скорее всего, из-за того, что я дал согласие, но не пошел, у меня упадет репутация. Обидно. Но самое главное, что нужно понимать, это только мои догадки. Все, уяснили. Теперь убираем все ненужное. Эй, новичок, ты здесь? Я вхожу. О, да. О, доброе утро, Лолошка. Да. Привет. Если что, то леди сегодня уже уехали, но строго наказали мне следить, чтобы ты из дома один не выходил. Даже так? Да, и вообще я считаю, что леди к вам слишком благодушны. Вы все не заслуживаете такого отношения и такой доброты. Ну зачем ты так? Ну что это за знакомство? Ну ё-моё. Любви Акетры хватит на всех, Халима. Не нужно этой ревности. Халима, я новенький в мире абдов. Мне еще многое непонятно. Пожалуйста, будь снисходительнее. О, или вот это. То есть ты сомневаешься в правоте нашей госпожи, Халима? Хе-хе-хе. Если мне сказали, что все нормально, значит все нормально, понятно? А, ты зачем такое Ну, знаешь ли, сегодня вечером придет врач осмотреть твои раны. Будь к этому моменту дома. Да. Ну, в целом я ее победил, да. Я уделал рабыню, раб против раба, вот до чего я докатился, йоу. Скоро будем драться в грязи. Так, ну ладно, куда ты в итоге... А, стоп, она не исчезла. Ага, она, оказывается, вот здесь живет, да? То есть мы знаем, что Абди там... Халима здесь, а вот здесь, скорее всего, другая девушка, которую зовут, надо вспомнить, Хануф. Вроде бы ее зовут Хануф. Так, у меня теперь вопрос, а я могу постучаться Абди или открыть дверь? Нет. То есть, получается, ко мне все могут, а я никому не могу. Замечательно. Вообще, самые внимательные заметили. Я начал собирать вещи, которые, да, собираюсь пустить на продажу. У меня много снопов сена, у меня много меди. Я могу это продать. И самое главное, знаете, кого я собираюсь выбрать? Я собираюсь выбрать Сдерика. Напомню то, что с ним у меня торги на рынке очень хорошие, и я могу сноп сена продать за 2. Поэтому я заранее, на всякий случай, все это беру. Обязательно снопы сена создаем, не забываем про это. И если мы попадем на рынок, это будет просто имба. Я так много заработаю, боже. Так что да, Абди, ты, если что, извини, но Сдерик в этом плане выигрывает. Кстати, где Сдерик, где Абди? Тут никого. Здесь тоже. Наверняка на кухне, как обычно, да? Да, конечно. Привет. О, доброе утро, Лолошка. Слушай, я так понял, ты вчера решил никуда не ходить, да? Это ничего. Тем более, что я тоже поленился и не пошел. Но... знаешь, теперь я очень сильно боюсь прогневать Монту. О, да. Поэтому сейчас доедаю и иду. Ты как?
со мной? Стоп, а погоди, а как же выбор? Типа Абди, Сдерик и все такое? А, ну кстати, вот выбор. Сдерик, я бы очень хотел сходить с тобой, но уже договорился пойти с Абди в храм Кнефмтити. А, то есть выбор все-таки действительно присутствует, окей. Но я уже сказал то, что мы выбрали Сдерика, поэтому да, Сдерик, с радостью. Ай, Лолошка, вот это по-нашему! Офигенно! Странное слово, да? Ну, есть такое. Я, знаешь, иногда использую всякие странные слова. Так, ладно, сейчас, подожди. Ну все, я готов. Без сэндвича никуда, я понял. Ну, в целом, я тоже готов. Ага, я понял, хорошо. Ну все, давай, тогда побежали. За мной нельзя опаздывать. Ладно, подожди, а мы разве Абди не должны что-то сказать по типу «Извини, что не пошел с тобой» и все такое? Ладно, Абди, если ты меня слышишь, прости. Пойдем. О, господи. Ох, Лолошка, ведь знаешь, я ни разу не ходил в храм с другом. Просто строители, с которыми я работал, они были... Скажем, они... не особо интересными собеседниками, в общем. А служители храма ХТНТ посчитали меня слишком тупым, чтобы удостоить внимания. Вот как-то так и вышло. Ни там друзьями я не обзавелся. А теперь вот, получается, первый раз иду в храм с другом. Ну что, пойдем? Да? Пойдем. Единственное, что не совсем понятно, где этот храм находится. Я просто надеюсь, то, что нас не телепортируют. Надеюсь, то, что нам именно покажут, как идти. Так, да, пойдем. Нет! Я же попросил... А, вот, да, все, окей. Нас не телепортируют, нам реально покажут, как идти. Правда, это немножко медленно, но мы, если что там, что-то, наверное, ускорим. Или Сдерик все-таки... слушай, Лолошка, О. а ты как, действительно поклоняешься Монту? Ой, Сдерик, нельзя задавать такие вопросы. Кстати, вы заметили то, что пока я могу ему отвечать, у нас меняется сзади экран. Мы буквально топаем. Прикольно сделали, кстати. Вон, я вижу, вон они идут. Прикольно. Да, мне кажется, Монту из всех богов подходит мне больше всего. Слушай, Сдерик, я знаю, что боги существуют, но я не хочу поклоняться никому из них. Сдерик, это сложный вопрос. И это правда сложный вопрос. Могу так ответить, да? И мы все еще идем. Как это офигенно. Знаешь, у меня такое иногда впечатление, будто ты, Лолошка, не из этого мира. Ой. Ты, кстати, как думаешь, другие миры это существуют? Ох, нифига ты задаешь. Скажешь тоже, Сдерик. Думаешь, раз боги существуют, то и миры тоже? Ой, слушай, я и сам часто чувствую, что я этому миру не принадлежу. Но недавно мы и про богов были не уверены. Так что да, все возможно. Наверное, вот это. Я и сам часто чувствую, что этому миру не принадлежу. Ох, мне прям нравится, какую Сдерик тему завел. Просто, представляешь, я натыкался в храме Хатентепа на древние фолианты, где рассказывалось про путешественников из других миров. Обалдеть. Так, а вот с этого момента еще поподробнее, давай. Ты, наверное, что-то не так перевел. Уверен, это были путешественники с других островов или что-то подобное. Слушай, Сдерик, а ты бы хотел сам путешествовать по мирам? Мне кажется, что мне уготовано что-то большее, чем жизнь в Мисре. К тому же еще и эта амнезия. Давай вот это. Ты бы хотел сам путешествовать по мирам? Ну, слушай, спрашиваешь, Лолошка, конечно, естественно. Я бы столько всего отдал за возможность увидеть что-то большее. Хорош. Может быть, когда-нибудь тебе и повезет. Лучше не замахиваться на что-то настолько глобальное. Ты же просто строитель. Отстойный выбор. Сдерик, не существует никаких других миров. Успокойся. Ну, самый нормальный это вот это для продолжения диалога. Может быть, когда-нибудь тебе и повезет. Где это мы, кстати, вообще? Что это за место мы проходим? Статуя Кнефмтити? Лолошка, я бы хотел путешествовать с тобой. Мне просто кажется, одному было бы совсем одиноко. И вновь выбор, да господи. Когда путешествуешь один, несешь ответственность только за себя. А я бы хотел исследовать миры с тобой. Ты так всему удивляешься? Мне кажется, веселее всего путешествовать большой компанией. Давай вот это. Я бы хотел исследовать миры с тобой. Просто мне кажется, что из-за этого репутация может вырасти. О, никогда бы не подумал, что ты кого-то сможешь к себе подпустить. О, кстати, смотри, мы пришли. Ты бывал здесь раньше, а? Я не знаю, где мы, Сдерик. Я буквально не понимаю, в каком месте мы сейчас находимся. Где точка? О, нифига, мы прямо на окраине города, но в том месте, где я даже не пробегал. Вот оно. Это как будто за стенами, но не за стенами. Ну, короче, не, я здесь не был. Подожди, как так? Блин, точно, у тебя же амнезия. Наверняка ты все-таки здесь бывал, просто не помнишь, да? Знаешь, я очень рад, что ты решил пойти в храм со мной. Ты не захотел рассказать мне, поклоняешься Монту ты или нет,
Но я знаю, что это потому, что ты ему не поклоняешься. И из-за этого твой поход сюда для меня становится только ценнее, знай это. Я это правда ценю. О, смотри, какая красота. Идем скорее, покажу тебе храм. Ну-ка. О, это ж тот самый. О, великий Монто! Даруй Тайфетуну правильное видение! Ложка. Туда. Да узрят же неразумные слабость сердец своих и силу твою, да уверуют в господство твое над миром Ироносом. Почему не явишься ты, не ударишь своим молотом снова по поверхности мира, чтобы вопросы всех и всякого отпали? О, я знаю, Тайфетун преследует какие-то свои цели. И даже мне, твоему верховному жрецу, они мне их не рассказывают. Но я добьюсь твоего главенства, Монту! Я добьюсь этого! Ложка, аккуратно. Что за... Кто это осмелился шпионить в храме великого бога? Спрятаться, выйти к жрецу, спрятаться. Выйти, наверное, да, потому что он знает, что я поклоняюсь Монту. Да, я успел. Я не шпионил. Я не шпионил, клянусь. О, я успел. Фух. А? Погодите-ка. Я помню тебя. Ты был на фестивале. Что вы здесь делаете? Так, ну вообще я помню точно, что ты меня сам звал в храм. С Дерека, может быть, и не звал, но меня точно звал. А, ну кстати, вот, у меня тут есть такой вариант. Вы рекомендовали мне прийти в храм. Я позвал друга, и мы пришли. Ну, вот оно что. Встань, сын мой. Ты не сделал ничего плохого, и кара не настигнет тебя. О, спасибо, верховный жрец великого бога Монту. Я не сразу узнал тебя, но я много раз видел тебя в храме. Ты хороший человек и праведный труженик, однако, насколько я знаю, ты был изгнан из строителей и сейчас стал абдом. Вы так много обо мне знаете? Я знаю все про всех служителей Монту. Это моя обязанность, как жреца. О, вы так много трудитесь. Ну, да. Я должен показывать пример остальным. В любом случае, став абдом, не изменил ли ты своей вере? О, нет, ни в коем случае. Что вы? Я почитаю гнев Мтити, как и остальных богов. Но всегда буду отдавать предпочтение Монту. Хорошо, молодец. Ты тоже молодец, что пришел. Простите, господин верховный жрец великого... Тихо, успокойся. Меня зовут Салман Муджалид. Монту не любит всех этих официальных терминов. Это по душе Роносу. Понял. Спасибо за оказанное доверие, Салман Муджалид. Ну все, хватит. Ой, что ж такое? Слушайте, мне нужно отлучиться. Заканчивайте ваши молитвы без меня. Всего доброго. Подожди, а мы... Да, и, кстати, еще кое-что. Никогда больше не шпионьте за верховным жрецом во время его молитвы. Но мы же не шпионили. Ложка, это что сейчас было? Знаешь, я уже слышал где-то то слово, которое Салман произносил. Как же оно? Сейчас... Тайфетун. Я точно где-то читал про это. Черт. Нет, я не смогу так вспомнить. Это нужно прийти в храм Хетентепа. Надо там искать. В любом случае, Ложка, добро пожаловать в храм бога труда. Великий Монту любит созидание и не любит, когда время тратится зря. Понял? Что бы ты ни делал, от создания инструментов, мебели, механизмов, да вообще любых предметов, до строительства домов и зданий. Когда я работал строителем, Монту всегда был ко мне благосклонен. А сейчас, конечно, да, многое изменилось, но я не перестану поклоняться Монту. Вообще, в Мистре не принято поклоняться больше, чем одному богу. Наши боги покровительствуют каждой своей сфере. И, выбирая себе какое-то призвание, люди начинают молиться своему покровителю. Я знаю, что это вроде звучит логично,
но я как будто никогда в эти рамки не вписывался. Я работал строителем в храме Хетентепа, там не сдержался и пристроился к знаниям. Но я не перестал молиться Монту. Да и ты сам посмотри, Салман даже удивился. Я теперь вроде Абд, но пришел сюда, а не в какой-нибудь храм Кнефмтити. Я уже сам не понимаю, к какому миру я принадлежу. Так а в чем проблема? Если это только рекомендация молиться одному богу, почему бы не молиться всем богам? Уху! Сдерик, ты можешь сам выбирать, кому тебе поклоняться. Почему бы тебе не посвятить себя всем 3 богам? Ну, логично же. До такого маленького человечка, как ты, богам нет никакого дела. Ну, нет. Вот это, мне кажется, самое нормальное. Почему бы тебе просто не посвятить себя всем 3 богам? Да? Ну уж нет, ложка. Я не могу, как Абзи, резать свое тело. И уж тем более, я бы не хотел есть гнилое мясо или рисковать жизнью. Наверное, поклонение Монту... Да, поклонение Монту мне подходит сейчас больше всего. Если я почувствую потребность, я обращусь и к другим богам. Вот и все. Рад, что додумался до этого. Лолошка, спасибо, что ты был в этот момент рядом. Ой, кстати, мы что-то уже долго здесь торчим. Пойдем быстрее домой. Мне нужно еще обед готовить. Ага. О, скульптор! Тебе как, уже лучше? Лучше. Но я сегодня вернусь в лечебницу. Меня отпустили только ненадолго. Кстати, тебе ведь пора возвращаться, старик. Ни к чему в твоем возрасте так испытывать организм. Леди, вы не представляете, на что я способен. О, представляю, старик. Поэтому и волнуюсь. А ну, Хануф, подойди сюда, пожалуйста. Отведи скульптора обратно. Пожалуйста. Подожди, а какая еще лечебница? Вроде об этом была какая-то фраза. По-моему, не было диалога про какую-то лечебницу. Или мне кажется. А что с ним? Старик как старик. Ах, точно, Лолошка, ты же не знаешь. Скульптора разразила какая-то непонятная хворь. Из-за нее ему тяжело дышать. Ему предстоит еще много времени провести в лечебнице. Но довольно пустой болтовни. А ну-ка, Сдерик, иди, приготовь обед. Слушаюсь, леди Акетра. Угу, вот молодец. А ты, Лолошка, пойдешь со мной в спальню, где обстоятельно расскажешь мне, что с тобой случилось. Пойдем за мной. Ой, все-таки мы будем диалог вести, да? А, так это твоя спальня. А я туда не мог зайти, то есть наконец-то я могу зайти, да? О, ну-ка. Сюда! Наконец-то! Ай, ну давай, садись быстрее. Ладно. Ну что ж, Лолошка, надеюсь, ты хорошо подготовился. И сейчас развлечешь меня. Что? Боже, выдумать что-то совсем другое, рассказать правду под видом сказки. Уа. Я даже не знаю, что Акетре может понравиться больше. Но я бы, наверное, 3-е выбрал, солгать, либо 1-е. Просто, кажись, Акетра не такая тупая, чтобы поверить в мою ложь, да? Учитывая то, что она может спросить у кого-то другого, и, скорее всего, тот не обманет. Поэтому давайте расскажем правду, но немножко подукрасим, под видом сказки. Леди, правда всегда скучнее выдумки, поэтому позвольте я немного приукрашу свой рассказ. Все началось, когда я и мой друг Зариф решили... Будь по-твоему. И вот так вот Кнефмтити, Сдерик и Бурис спасли меня и Зарифа от верной смерти. Да уж, не ожидала я, что такой молчун, как ты, окажется таким искусным рассказчиком, Лолошка. А часть, где ты приплел кару Монту за то, что соврал до этого жрецу, а львы, а появление Кнефмтити и спасение Зарифа. Браво, браво, Лолошка. Мне очень это понравилось. Ой. Я рада, что ты сразу предупредил меня, что часть этой истории — выдумка. Я обязательно хочу услышать что-нибудь еще от тебя. Но скажи-ка мне на милость единственное. Часть, где лодка Зарифа разлетается в щепки.
Это правда? Стоп, подожди. Ты не поверила в львов, в Кару, Монту и так далее? Ну, на самом деле, даже хорошо, что я сказал, что это сказка. Да, вот про лодку Зарифа, к сожалению, правда. Из-за меня мой друг лишился возможности заниматься бизнесом. Так, а что здесь еще? Нет, это я придумал, леди Акетра, чтобы звучало трагичнее. Да, это правда, но ничего страшного в этом нет. Давайте вот это. Из-за меня мой друг лишился возможности заниматься бизнесом. А что ж ты раньше-то мне об этом не сказал? Я обязательно этим займусь. Опять беспокоит. Войдите. Здравствуйте, леди. Там пришел врач, которого вы на сегодня заказывали. Ой, это, наверное, мое, да? Ну так и чего же ты стоишь? Пригласи его сюда, чтобы он осмотрел ложку при мне. Да, хорошо. Запомнила. Мы теперь враждующие рабы, да? Стоп, погоди. Что за скопление скинта? Откуда у тебя тут скопление скинта, леди Акетра? Добрый вечер. Прошу прощения, что задержался. У предыдущего клиента пошло не по плану кровопускания. Да проведет его к Нефмтите в лучший мир. Ничего страшного, господин. Я все понимаю. А это, я так понимаю, ваш больной, да? Верно. Встаньте, молодой человек. А я и так стою. Что меня? Ой, щекотно. А мне новую одежду сошьют, кстати. То у меня вон повязочка и... Воу, молодой! Молодой, минус 10 хп, ну просто руку тронул. Вот такой вот я, да, милашка-какашка, неженка. Ну, что я могу сказать здесь? Пока я не вправил руку в нужное положение, она все это время срасталась неправильно. Очень хорошо, что вы вызвали меня. Я снова ее сломал. Что? Я думаю, рука сможет восстановиться через какое-то время. А может быть и нет. Так, а вы можете дать какие-то прогнозы? Нет. Я бы на вашем месте от этого Абда избавился. Но если он по какой-то причине вам дорог, подождите пару недель, дайте ему отдых, не нагружайте никакой работой. Руку держите перевязанной. Это все рекомендации, что я могу дать. Простите, меня ждут другие пациенты. Ну что ж, спасибо большое, господин. Всего доброго. Всего доброго. Нет, ну ты слышала, ложка, а? Какой нахал! Если ты мне по какой-то причине дорог, если бы в Нарфанисе был хотя бы один врач по знаниям близкий к этому, я бы ни за что этого индюка не пригласила. Не переживай, ты не переживай, маленький Абд. Я никому тебе не отдам. И избавляться от тебя не буду. Особенно, если ты продолжишь рассказывать такие истории. Ой, кстати, точно. Зариф, мне нужно отлучиться. Все, я побежала. Так, стоп, все, комната в моем распоряжении? В моем распоряжении комната! О боже! Нет, стой, не выкидывайте меня оттуда, только не... Так. Просто черный экран? Что произошло? Так, ну ладно, по крайней мере я могу здесь побыть. Ребят, вот это очень важная часть скопления скинта. Помните, я серию назад сказал о том, что леди Акетра вполне возможно, если сопоставлять все факты, мироходец. Скопление скинта она не могла взять из ниоткуда, потому что скопление скинта это буквально пустота. То есть то, что... Сейчас я вам даже покажу. Мы прунус прописываем. Это то, что есть у меня в этом измерении. И в голосе времени объяснялось появление этого скинта. Так как мое измерение не герметично и через него просачивается пустота, эта пустота постепенно оседает и превращается в скопление скинта. Вот таким образом мы получаем эти кристаллы. Но откуда они у Акетры? Они не могут появиться из ниоткуда, кроме как если она кто? Правильно, мироходец. Ну, либо она у кого-то это купила, и по итогу, знаете, она сама того не понимая, купила это у мироходца. Похоже, эти кристаллы слишком прочные для моей кирки. Ой, даже здесь это произносится, прикольно. Да, моя догадка про то, что она мироходец, постепенно становится все более правдивой. По правде говоря, благодаря этой комнате мы можем очень хорошо понять, что нравится Акетре. И я читал ваши комментарии, где вы писали о том, что подари ей книгу, подари ей книгу. По всей видимости, нужно подарить... книгу. Да, что-то мне это явно подсказывает. Здесь очень много книжных полок. Книги, опять же, разбросаны. Могу ли я что-то прочитать?
Нет, просто книга. У меня вроде бы даже и книги где-то были, но у меня вопрос. Вот сейчас у меня так много вещей. Со Сдериком мы в итоге на рынке не были. Но я и, получается, на рынок не могу пойти, потому что я не могу выйти, да? Ага, то есть я все-таки могу выйти, да? Не пойман, не вор. А Кетра убежала, Халима убежала, Хануф убежали. Хе-хе-хе-хе. Лишь бы меня на улице, получается, никто не встретил. Не пойман, не вор. Слушайте, ну обалденно, если так подумать. Так, а я могу на рынок Нара телепортироваться? Меня же там никто типа не найдет, опять же, да? Могу! И я уже 2 серии подряд мечтаю об этом. Прокачать скоробеев. Не-не-не, даже не то, чтобы прокачать скоробеев. Мне просто интересно узнать, как много я прокачаю, если у кого-то выполню задание. То есть вот условно у меня сейчас 3 железных скоробея. Я беру какую-то помощь, и мне нужно принести 1 корзину до конца дня. Корзина — это вообще что такое? Бамбук и холст. Ё-моё, вы что, издеваетесь? Я прошу прощения в другой раз. Давайте мне супер простое задание. Я вас умоляю предложить помощь и аптекарская ступка. Чего? С каждым разом это реально будет все тяжелее и тяжелее становиться? Ну как я найду эти предметы? Ускоряющая железа падает с криперов и гастов. Да, вот сейчас вот тут гаста найду обязательно. О, нашел, наконец-то. Принести мне 48 кусков угля. Идеально, хорошо. Есть тут у меня одна шикарная шахта, где я без проблем найду много кусочков. Стоп, угля. О, Бурис! Здорово! Ты что тут делаешь? Типа, просто стоишь, да? Ну ладно. Фига себе. Просто взяли, встретили Буриса. Дайте мне, пожалуйста, уголь. Блин, факелы мы в левой руке не можем использовать, только вот так вот. Мега-шахта найдена. У меня, кстати, была кирка на удачу 3. Да, то есть эти кусочки угля я без проблем добуду. Сразу берем и видим проблему. Шахтерский крипер, скелет. Я прошу прощения, не трогайте меня, пожалуйста. Все, я очень быстро, без факелов. Вот так вот быстро все выкапываем. Ох, давай, кирка на удачу. Помоги мне как можно быстрее. Уже 14. Тихо. Так, 20. Блин, 48 не накоплю, да? Я просто хочу очень быстро добыть и тут же телепортироваться. Ладно. Ладно. Все, чил, бро, братан. Успокойся. Ну ничего, 45 угля добыли, и, походу, залежь кончилась. В целом, я готов добыть все, потому что рано или поздно это явно пригодится. Сюда, скоробей залетел. Опа-на, посмотрите-ка на миникарту, что я вижу. Иху! Аметистовые блоки, Ох, какая красота, блин! Слушайте, с шейдерами это очень красиво выглядит, серьезно. Такое отражение. Ну, я не знаю, совсем немножко-то добуду, почему бы да, как говорится. Единственное, что я на миникарте заметил еще какую-то микросинюю пещеру. Либо это вода, вот там вот, в самом-самом низу. Видите, да? То есть это не совсем похоже на воду, но я так понимаю, это водяная пещера. Воду я все еще не слышу, хотя очень близок. И на самом деле я не понимаю, куда мне. Вниз? Вверх? Черт возьми. Ну, я так понимаю, вниз, да? Что это? Колчедан? Да ладно, блок кристаллов лазурита, нифига себе. И тут этого так много! Ни хрена себе! Так это же не просто шахта, это мега крутая шахта. Не, погоди, я не могу из этого сделать лазурит. Ё-моё, а я-то подумал. Ну-ка, это же лазурит, да? Я могу забрать? Да, то есть получается, это шахта, в которой постепенно растут лазуриты. Я просто обязан сделать здесь вейпоинт. Сохраняем, добываем. И 44 штуки получаем. Во-первых, зачаруемся. Во-вторых, скорее всего, лазурит можно даже продать. Тем временем все, 52 угля у меня есть. Там нужно 48, я точно помню. Привет, фермер, забирай. Неужели это... О, спасибо огромное. Держи, это тебе за помощь. Yes! Плюс 5 с фермером. 10... Чего? 10 утенов так мало? Так, окей, скоробея дали. Еще скоробея дали, хорошо. Еще скоробея... Да! Это реально выгодно прокачиваться. Возвращаемся обратно, и... Меня никто не потерял. Хе-хе-хе-хе. То есть все-таки сбегать можно. Но, да, знаете, у меня ощущение, что это как-то может аукнуться по сюжету. Но это мы узнаем уже в следующих сериях. Кто такой Тейфетун? Что за аббревиатура SM из записки, которую мы нашли с Бурисом? Поправится ли моя левая рука? Как Акетра поможет Зарифу? И не обиделся ли на меня Абди? Столько вопросов, вот реально, дохрениллион. Но ответы мы получаем по чуть-чуть. Собственно, да, узнаем в следующих сериях. Надеюсь, что вы подписались. А если нет, то подпишитесь, пожалуйста. Ваши маленькие нажатия маленькими ручками по маленькому экрану на маленький лайк помогут очень по-большому промотивировать меня и всю команду. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка. И
Все еще поломанная левая рука. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.